Привет! В этом видео я в очередной раз буду раскрывать тематику китайских ключей для Mercedes. Многие из наших подписчиков и тех, кто работает с прибором Mercedes Keymaster, неоднократно обжигались на использовании ключей, купленных через AliExpress. Причин много, но основных две. Во-первых, это игнорирование моих рекомендаций по доработке. А во-вторых, покупка тех ключей, что первыми попались в поиске. Глядя на все разнообразие предлагаемых вариантов, люди иногда просто теряются и не знают, что лучше заказывать. Но есть и такие, кто просто не парится. Они-то, как правило, и страдают в итоге больше всех. Но хватит слов, давайте посмотрим, какие на данный момент проблемы с ключами мне встречались. И что можно и нужно сделать, чтобы их избежать. Я расскажу про 3 варианта ключей. Они сейчас перед вами. По статистике наших подписчиков, с которыми мы поддерживаем связь, в 90% случаев именно один из этих вариантов вы получите при заказе на AliExpress. Внешне все ключи абсолютно одинаковые. Это неудивительно, ведь корпуса делают явно на одной фабрике. Я сравнивал все пластиковые детали, они идентичны. Хотя не исключаю, что есть и другие варианты, но мне они не попадались. Давайте посмотрим, что внутри у каждого из них. Я разобрал все 3 ключа и хочу показать вам, как выглядят сами платы с обоих сторон. Это ключ номер 1. Сразу отмечу, что на нем уже стоит замененный кварц, и в оригинале он выглядел примерно как на ключе второго и третьего вариантов. Но сейчас главное не это, а внешний вид платы и расположение деталей. Именно такой тип ключей я показывал во всех своих видео по доработке и рекомендовал к приобретению. Забегая немного вперед, скажу, что стабильной и долгой работы от ключей с платами другого типа нам добиться так и не удалось, к сожалению, никакими средствами. К ним мы еще вернемся. Взглянем на внутренности второго ключа. Кардинальных отличий вроде незаметно, но давайте посмотрим на некоторые нюансы работы такой платы. Я буду использовать прибор Mercedes Keymaster для обчитки общих данных ключа. Давайте для начала попробуем прочитать ключ первого варианта. Я вставил ключ в читалку, запустил софт и нажал кнопку «Прочитать». Все прошло без каких-либо заморочек. Как видите, прибор прекрасно ладит с этими ключами, особенно когда стоит нормальный кварц. Появилась вкладочка BE, которой раньше не было. Вот она. Она появляется, когда прибор понимает, что ему дали ключ именно китайский. И там можно напрямую работать с дампом ключа, если в этом есть необходимость. Идем дальше, и я вставляю в читалку ключ номер 2. Посмотрим, какие данные удастся прочитать из него. Как видите, получилось увидеть только код комплекта и номер самого ключа. Также внизу появилось сообщение от программы, что не удалось прочитать информацию. Чтение через вкладку BE также не дало результата, и внизу появилась еще одна ошибка. Все это выглядит довольно странно и не совсем понятно, что с этим делать дальше. А теперь проведем один эксперимент. Я разбираю ключ номер 2, чтобы показать вам нечто очень интересное. Готово. У меня в руках плата без корпуса. Теперь я приложу ее к батарейке и нажму любую кнопку. Обратите внимание на светодиод. Светодиод моргает, как это и должно быть с любым рабочим ключом. А теперь самое интересное. Я хочу полностью удалить с платы кварц и посмотреть, будет ли ключ подавать признаки жизни. Логика подсказывает, что это глупая затея, ничего работать не будет. Но интерес перевешивает логику, как у меня это часто бывает. И я все-таки снимаю кварц с платы с помощью паяльного фена.
Готово. Теперь у меня есть плата, которая должна быть полностью дохлой, ведь именно кварц задает тактовую частоту процессора и является по сути сердцем любого устройства. Но я снова прикладываю плату к батарейке и пробую нажимать кнопки. Стоп. Такого же не может быть. Что за ерунда тут вообще творится? Вы видите это? Ключ делает вид, что все так и должно быть. Работает без кварца. Когда я впервые увидел подобное, был, мягко говоря, удивлен. Пришлось попотеть, чтобы разобраться, что тут к чему, и скоро я вам все объясню. А теперь для полноты картины я одену корпус полностью, чтобы было удобнее засовывать ключ в читалку и посмотреть, что покажет прибор при попытке чтения ключа без кварца. Как видите, абсолютно ничего не изменилось. Ключ ведет себя одинаково криво, что с кварцем, что без него. Но выводы мы будем делать в конце видео. На ключе 3 я не буду долго останавливаться, просто покажу вам его внутренности, чтобы вы знали, какие не стоит заказывать. По своим характеристикам он примерно аналогичен предыдущему ключу, то есть работает крайне нестабильно и замена кварца даже не помогает. Хотя он тактируется от внешнего кварца, в отличие от второго. Теперь расскажу подробнее о том, что вы только что увидели на примере ключа номер 2. Любой процессор в мире для того, чтобы запуститься и работать, должен получать импульсы с определенной частотой. Либо извне, либо изнутри. В ключах номер 1 процессор подключен по классической схеме, где тактовая частота, кстати, равная 4 МГц, генерируется внешним кварцем и подается на вход. Процессор работает, все хорошо, ключ выполняет свои функции как надо, все счастливы. А замена кварца нужна только для того, чтобы повысить стабильность генерируемой частоты, так как на родных кварцах она очень сильно плавает и зависит в том числе и от температуры. Что происходит с ключами номер 2? Китайцы, скорее всего, будучи в курсе того, что кварц у них, мягко говоря, говно, решили всех обыграть. Дело в том, что почти у любого процессора есть возможность задействовать внутренний генератор тактовой частоты, чтобы он мог работать вообще без внешнего кварца. Так они и сделали. Но тут вылезли две другие проблемы. Во-первых, внутренний генератор гораздо менее стабилен, чем внешний кварц, в силу особенностей конструкции. А во-вторых, он не умеет работать на изначально предусмотренной частоте 4 МГц. Я немного изучил документацию на этот процессор и обратил внимание, что внутренний генератор умеет работать минимум на 8 МГц. Что это значит для нас? А то, что родная прошивка ключа в обязательном порядке была переделана под эту частоту. И какое количество программных инструкций в коде завязано на точной тайминге, можно только гадать. Короче, я просто хочу сказать, что допиливание китайцами прошивки под нестандартную частоту крайне легко могло привести к ошибкам, которые и влияют на то, что эти ключи ведут себя так, как вы видели. Я получал несколько писем, где люди писали, что вот у нас, например, прибор АК-500 или еще какой-то прибор читает и пишет любые китайские ключи без проблем. Но не проходило и недели, как они же спрашивали, что делать. Клиент вернулся, ключ перестал заводить авто, или двери перестал открывать, или еще какие-то глюки пошли. И это явление стало носить массовый характер, без преувеличения. Приборы, которые без проблем пишут все кривые ключи, включая наш любимый АК-500, делают их владельцам медвежью услугу. В самом плохом смысле этого слова. Так как на реальном авто это все или не работает сразу, или работает крайне недолго. Проверено неоднократно.
Прибор Mercedes Keymaster изначально устроен так, что не воспринимает кривые ключи как нормальные. И справедливо ругается и выдает ошибки. Ведь именно по такому принципу работают оригинальные ключи и замки. И на практике мы получили такое правило. Если через Keymaster ключ не удается читать и писать без приключений, то оставлять его на машине, просто подставлять клиента и себя. Возврат будет и, скорее всего, в самое ближайшее время. И мой совет. Используйте для работы только ключи из первого образца. При заказе обязательно договаривайтесь с продавцом о том, чтобы плата была именно такая, как на фото. Само собой, вы должны иметь фото этой платы с двух сторон и переслать ему в переписке через AliExpress, договорившись о возврате в случае несоответствия. И, пожалуйста, не стоит меня спрашивать, где покупать нормальные ключи. Я не знаю, на AliExpress все меняется каждый день. Продавцы меняют поставщиков, меняют ассортимент и так далее. И там что только у китайцев не происходит. Они изобретают такие вещи, от которых волосы становятся дыбом. В том числе, вот, к примеру, то, что я вам сегодня рассказывал. Поэтому я вам просто рекомендую ориентироваться на фото платы с двух сторон и с продавцом заранее договариваться, чтобы были именно такие. Это хоть какая-никакая, но гарантия того, что вы получите неполное говно, извините. А в остальном все на ваш страх и риск. Проблемы, которые связаны с кривыми ключами, я писал, рассказал, и не думайте, что у вас все будет иначе. Не будет. Всем удачи!